8 июля 2023 год от Рождества Христова. Мы в Армении, в горах. Где мы? Снова на фестивале возле города, где родился Саша. Как же он называется-то? Мы на фестивале то ли пастухов, то ли стрижки овец, пока не поняли. Готы. Или готы даже. И, в общем... Армения богата фестивалями, и это очень... Еще раз. Армения очень богата фестивалями. Это страна праздник, и здесь каждые выходные что-то какой-то фестиваль проходит, и мы ужасно счастливы. Мы ехали минут 40 вот на такой шишиге с кузовом. Вот там сверху церковь на горе, до туда мы не доехали. Сейчас нас высадили на такой вот поляне с высокой травой. Я говорю, смотрите, чтобы змеи нас не покусали. Все говорят, что тут змей нет. Я думаю, что есть. Но будем смотреть под ноги. Надо отметить, что ты сгинешь, что тебя найдут. Такие маленькие смешные лошадки. Совсем маленькие. Вот, Ир, встань рядом. Не подходи только сзади к лошади, она может копытом ударить. Ставим просто рядышком. Типа сравним. То есть лошадка меньше, чем Ира даже. Ира, отойди, Ира. Он легнуть может тебя. Все, отходим. Может копытом в подбородок дать лошади, все. Потом пойдем с тобой вместе к Джону вставлять опять зубы. Фестиваль организовал Сарвар Туризм. Это хобби-фестиваль, фестиваль пастухов. Тут можно увидеть все, что можно купить все, что продается фермерами. Например, сыр, который выдержали очень много времени, всякие продукты, которые тоже производят фермеры. Можно увидеть животных разных, которые держат. Можно ознакомиться с жизнью фермеров. Например, шерсть, или можно купить нитки, которые делаются из этой шерсти и все такое. Сегодня будет костер, сегодня будут армянские национальные танцы, игры разные национальные. Можно будет попробовать хашламу, это армянское национальное блюдо, которое готовят либо из говядины, либо из баранины. Да, ознакомление с этой культурой, потому что очень многие не знают, каково это жить в горах, питаться всем тем, что дает тебе природа. Этим людям приходится это делать, потому что они далеко от города, и им надо жить эти несколько месяцев в горах. Пастухи насколько уходят в город? На лето. На все лето? Да. А пастухи мужчины, но женщины тоже с ними ходят, делают разные, может семья поехать. Да. Живут они, соответственно, в неких палатках? В палатках разных. Недалеко отсюда можно увидеть автобус, который пустой, и внутри организовали жилье.
Пошли вот в эту гору погулять. В сторону той церкви, но думаю, не дойдем за час. Я, честно говоря, не очень понимаю. От нее сколько? Очень долго. Дорога вокруг горы идет. Пешком долго. Вон еще автобус. Вон автобус едет, как в Чернобыле в фильме. На газу. Ну, неужели такая проходимая? Пазик. Да тут дорога не такая, что прям, чтобы там нужна была проходимость. Вова, ты можешь мне показать, как чебрец выглядит? Мне кажется, здесь нет чабреца, Ир. Либо он как-то вот так-то выглядит, вот так, наподобие. Такая сидела ты лягушка, и она квакала как-то смешно. Ты бы хотел на лошади здесь скакать? Да. Ну, проехать, не поскакать, проехать просто. Скакать не хочется. Волосы. Просто проехать. На рысцой. Нет, я просто умею медленно. Огромный кузнечик. Я даже не знаю, как его назвать. Огромнейший кузнечик просто. Зайди сзади за мной, посмотри. Огромный, как креветка по размерам. Господи Иисусе, главное, чтобы он не прыгнул на меня. Просто огромный. Посмотри, сидит. Смотри, какой огромный кузнечик. С хвостом жалом. Вот, я смотрю в камеру на него. А, да. Это он такой звук делает громкий. Полулягушка, полукузнечик. Да. Кто что такой-то? Тварь. Это, мне кажется, саранча армянская. Кто знает, как это называется насекомое, напишите в комментариях. Это огромный коричневый кузнечик. С хвостом жалом еще, к тому же. Вот он, такие вообще шмели ползают. Вот, вот такие. Как батарейка. Видишь? Вот там, трава шевелится. Она от ветра, я думаю, шевелится. Нет. Вот какой. Подожди, сейчас. Чуть поближе его снять. Сейчас, ну, друзья, сейчас наступил момент, после которого я точно разворачиваюсь сюда обратно и больше по полям не гуляю. Вот такая тут ситуация. Смотрите. Я очень все это не люблю. Всех этих гусениц. Ира запретила возвращаться в лагерь. Идем по степи, кишащей тварями, насекомыми всякими разными. В сторону храма. На гору.
Ира предпочитает делать вид, что мы их не видим, и их нет. Хотя так же визжит, как и я, когда что-нибудь поблизости оказывается. У нас цель Сурпхач. В детстве, когда купались в озере в каком-то, то там такая была тина, трясина, болото, короче, глина. И ты, чтобы когда заходил туда, тебе было настолько противно, что ты максимально старался вертикально втыкать ноги туда, чтобы не касаться ничего. Сейчас я иду так же. Примерно километра на 4 отошли от лагеря уже. И метров на 500 вверх. Предстоит еще столько же, наверное. Уже не хватает кислорода прилично. Жарко очень. И у нас всего полбутылки воды, джермук без газа с собой. Уже нет сил идти. Еще твари кишат. Конечно, на Ждаке было попроще, в том плане, что твари все спали под снегом. Я ненавижу насекомых, я их боюсь. Я могу только пауков воспринимать нормально, это таких домашних. Верю, что они убивают тараканов. Ну и максимум муравьев. Гусениц нет, червяков нет. Тараканов нормально, но просто они неприятные. Типа, потому что они по мусору ползают. Но такие вот гигантские жирные кузнечики, это, конечно, перебор. Везде, где звук, там они. Вот эти твари играют на своих адских скрипках. Фу, мы клещей тут не собираем каких-нибудь. О! Тут не выживем. Продолжаем подъем. Я уже еле иду. Тут можно просто кубрем слететь, разбиться. Как коровы тут ходят, я не понимаю. Ира, ты как? Ира. Саш! Мы должны вас предупредить кое о чем. Саш! Бойтесь тварей! Тут твари ходят! Твари! Леша любит, в отличие от меня, твари. И он, видимо, их собирает в пустую бутылку от джермука. Может быть, сейчас даже покажет. Какие люди разные, да, бывают? Такая высота. Идем без страховки, без антидота от змей. Вниз просто лучше не смотреть. Я обратно вызываю Яндекс. Шишиго, тариф. Отверни от меня, он прыгает вперед. Отверни от... На плече. Убери. Все, ушел. Господи. Вот люди странные, если любят таких тварей. Не подходи ближе, Леша. Нет, покажи еще раз. Не, покажи еще. Не обижайся, мой друг. Блин, то... Хуер, дай мне флягу, пожалуйста. Попью воды. Это все наши остатки воды, что остались. Нам тут до 4 куковать. Очень большими глотками.
Самая хорошая вода, если вы не в Ереване, полпулаков нет, то вот этот джермук без газа. Очень вкусная вода, хорошая. И разбери флягу. Фу, у меня уже нет сил. Слава богу, вышли. Какая же тварь, как же тебя Бог-то создал, а, Господи. Какая ты страшная. Ты ужасный просто зверь. Ты отвратительно. Только на меня не лазить, я вас прошу. Господи. Фу, блин. Вот, пожалуйста, жучок. Несколько километров нас разделяют от лагеря с фестивалем, где сейчас жарят барашков. Вдалеке Сиван. Мы продолжаем восхождение. Подошли к таким вот коровам, стаду коров. Они пасутся, тоже тут ходят каждый день сюда в гору. Но у них есть выгода, хорошая трава. У нас выгода только хорошие большие насекомые, крупные сейчас. И интерес. Красивые такие камни. Вот. Хочется такой домой взять и вот на полку поставить, куда-то на стол. Красиво очень. Мох разноцветный. Мы еще выше поднялись. Уже практически сейчас наверху будет снег лежать. Из последних сил забираемся дальше. Осталось немножко совсем. Ужасная высота. Просто ужас. На самом верху Армении. Практически. Вон там лагерь. Сиван. Вот это вот луг с коровами. Коровы даже что не заходят, потому что слишком крутой подъем. Посмотрите как. Сколько тут градусов? Градусов 30. 40, наверное. Ой, смотрите, какая птица летит и орет. На месте, смотрите, висит. Это летучая мышь. Да нет. А кто это? А где она, Вов? Вот, вот, вот. На нашем уровне, на наших ног. Это ястреб. Он левитирует. А это белка. Это та самая белка, которая вот так вот делает. Да. Не, серьезно, кто это? Это птица. Просто Если кто знает, в комментариях напишите, кто это такой. Интересная маленькая птица. Мы видели, чайки так делают. все, присела. Очень красивый вид. И плюс, что ветер поднялся здесь, пошел. И нам не так жарко уже, у меня уже охлаждение включилось организма. Красотища невозможная. Самый кайф, когда такой холодный ветер дует, да, ребят? Да. Кондиционер как будто прям. С Иваном с тобой. Вот так. Не надо, Вер, не трогай, Вер, не трогай. Ногами потрогай, и все. Меня кинут сейчас и все. Ногу мне.
А знаешь, можно же сломать и внутри можно... Нет, это не Смотри, лава. смотри, как блестит. А что это? Это не базальт, это, честно говоря, не могу сказать. Какой-то камень местный. Смесь. Должны быть версии, потому что Возьми домой его. мы только что увидели. Если легкий, Да, вы знаешь, что ребят, камней уже? если легкий, домой берите камни. Красиво для подставки. На тумбу. Да, Ир. Оставим тут. Он не даст. Нет? Я отвернусь, он выкинет. Пойду попробую. Маки растут вот тут. Слилит. Маки шикарные, ты видела, да? Видишь, рядом с Михаилом Маки? Красивый тоже такой мох оранжевый. Очень красивый. Подходим к этой церкви. Уже легче идти. Ветер нас обдул. Дорога ровная. Перемены высоты нет. Вот это все построил руками, вот эти камни. Подпорную стенку такую интересную. Красиво, да? Красивейший вид. Такая тут маленькая церквушка. Очень красивое место и такое душевное, да, Ир? Надо же было на такой высоте построили, да, храм. Они вообще не Чендесум. Ой, не слышат, не слышат. Мы поняли, Чандусон, можешь не переводить. Чендес. Упал, да? Наверное. Очень красиво. Залез на приличную высоту на стену ради ракурса. Ира замерзла, говорит, пойдемте обратно. Очень красивое место, красивый вид, церковь красивая, не зря забирались в гору на такую высоту, среди всех этих насекомых ужасных. Это того стоило, да, Ир? Все, ты представляешь, камни вот эти выкладывали? А вот это не чебрец? Ну, я не знаю, мне кажется, что нет. Вернулись в лагерь. Ира получил травму коленки. Покорябался об камни, немножко мы упали. Մի փոքր սպասեք, որովհետև այլ մասնակիցներ էլ ունենք։ Хороший фестиваль, какие-то конкурсы проходят, правда, непонятно о чем, но какая-то активность. Надо язык учить. Կանոնները Мы պարզ тоже են, можем թե участвовать. չեք լսել։ А, мерси. Մենք բան ենք մոտերների ջարդած Չէ, բան է, ինքը ստեղ եք ինքն։ да, мы поднимали папу. В общем-то, такой конкурс, говорят, на Հիմա օրինակ բերենք,
каварском наречии и на ереванском и пытаются понять, что слово значит, потому что немножко отличается. Язык. Сашка участвует. Так, ну и сейчас был очередной конкурс, на котором ребята говорили на слова на местном диалекте, слова, которые используются в кяварском марзе, да, они очень сильно отличаются от ереванского, и поэтому была игра. Они говорили на кяварском, например, «ималь», а все кричали «вонс», это типа как по-армянски, по-кяварски будет «ималь», по-еревански «вонс». И очень много «ималь». «Ималь» это как? Ну, вон цес, а ималь цес будет? Нет, по-другому немного. Это слово используется типа «ималь», это типа как это произошло. То есть, если мы вдруг выучим армянский, окажемся в Кяваре, вы не сможете. В Кяварском марзе, но с вами, области, вас никто не поймет. Нет, да? вас поймут, но вы не сможете говорить на местном диалекте, потому что он совершенно отличается от ереванского. Начинается конкурс перетягивания канатов. Канат порвался, и хорошо, что он никому в лицо не отскочил. Идем дальше гулять. Высокая трава, опасный змей. Плюс еще... Нет, тем более, что Алексей их призывает. Да, Алексей их ищет под камнями, камни все опрокидывает, идет, ищет змею. Они узнали, что Леш тут, и такие, ребят, нам в другой регион. Блин, это была моя мечта. У меня просто вот туду-лист вот здесь побывать. Да? Да, конечно, Кявар. У нас такой не было мечты, но нам тоже нравится. Какие-то гвоздики. Опять скажешь, мы не так их рвали, Саш. Мне кажется, с корнями рвешь, надо отстригать. С корнями что-то, ну просто иногда отрывается, иногда нет. Камни очень красивые. Здесь чья-то могила тоже? Нет. Просто так природа создала? Да? Я думаю, люди. Нет, давай, Михаил, как Вот Алексей ищет камни, ищет змей под камнями. Он нашел шкурку. Нашел шкуру змеи, которая полиняла, но выбросил по дороге. Может быть, по ней муравьи ползали какие-то. В детстве мы делали вот так. Это мы тоже делали. Да? Петушок или Петушок или курочка, да. Вот курочка. Катя, а ты так делала в своем детстве? Ну-ка, у тебя будет петушок или курочка? У меня будет курочка. У меня будет петушок. У меня курочка. Петушок. Вов, О, у тебя петушок, курочка. А как, Ну, потому что если там хохолок торчит, то это Курочка. петушок. курочка. Ну вот смотри, Вов, это будет петушок. вот смотри, видишь? вот петушок сейчас А. пришел. Леша такой. Пойду побирала еще кому. Фотик, кто на тебя залез-то? Flowers. Прямо Жак Мил. Я ему отправлю в директ. Вдруг он тебя пригласит на съемку. Мы сейчас только что съели картошки. Господи. Вот костер зажигаем из кизяка. Коровьи лепешки. Нет, это барашек. А, барашки, какашки-барашки. Оно дольше жар держит. И потому картошка вкуснее еще получается. Вот Ага, А ясно. коровье сразу жар уходит и так хорошо. И вот так делаешь. Берешь картошку вот так, руками или на землю. Это обязательно. Это традиция. Тишь. Да. О, просто у меня рано. Ясно. Вот так. Ага. Мы кушали только Это что, мякоть. мерси. Это надо. Мы сейчас ели уже.
И еще соль надо, просто рядом со мной нет. И что хочешь? Мерси. Наелись навозной картошки. В козьих лепехах ее жарят, оказывается, чтобы дольше жар держала. И она из-за этого вкуснее становится. Мы не знали, но Мы думали, Саша пошутил. хозяйки на заметку любой. Если будете делать картошку в углях, то не надо в углях делать, как делается обычно, а делать в козьих лепешках. Нет, ну, безусловно, печеная картошка, мы знаем, что такое печеная картошка, мы ходили в походы, бывали на дачах и так далее, там подобное делали и в углях. Но, возможно, просто потому, что меньше Я овец. только хотел сказать, какой фестиваль хороший. В России бы говном кидались коровьем на дальность, а тут тоже не обошлось с применением. Господи, ну это традиция, да, древняя просто. Да. В завершении поездки нас решили, что можно вот так вот отвезти с гор в город на УАЗике, на котором нет никаких сидений, типа как овец. В общем, Там в обнимку уже. А тебе даже держаться не за что. друзья вернулись в Ереван, еле-еле доехали, но в УАЗике не было сидений. Огромный минус организаторам. Все остальное, в принципе, нам очень сильно понравилось, и поездка была интересной. Мы с Ирой подготовились, вчера посмотрели фильм про свинюшку. Сейчас там напишем в уголочке, как называется. Хороший фильм семейный, посмотрите. Мы ожидали, что фестиваль будет наподобие, но, конечно, сейчас пока в Армении фестивали, можно сказать, что только зарождаются. И до такого фестиваля еще далеко, где будет пастушья собака или свинья управлять стадом овец, чтобы загнать их и получить приз. И будет система жюри. Но здесь было перетягивание каната и тоже много чего интересного. Прогулялись. Красивый очень храм на верхотуре. Чуть не разбились. Несколько раз упали, пока возвращались. В общем, классно провели день. Это родной город Саши. Да, я там родился. Для нас этот город ценен, потому что Саша для нас ценен. И все, что с ним связано, нам интересно. И вот он и Лилит родились в этом городе. Лилит родилась в Ереване, я там. Саша родился только там. Потому что во времена, когда Саша рождался, считалось, что здоровые мальчики рождаются в Каларе. Да. Что если вы хотите родить здорового мужчину, надо его обязательно произвести на свет в этом городе. Что, собственно, Сашина мама и сделала. И, как мы видим, не прогадала, так оно и есть. И мы поехали в этот город, фестиваль, который там проходит всего лишь второй год. И, как нам сегодня сказал организатор, возможно, последний. Что жаль, потому что это было интересно. Потому что еще хочется, чтобы кто-нибудь проехал без сидений в УАЗике. Ну, это было очень классно, это было весело, это было страшно, это было интересно. Это было вне программы, мы не должны были ехать в УАЗике, но это случилось, и я был рад, потому что я, честно говоря, не представляю себе Армении без какого-то такого подобного трешака, трэша. да. Да, без поездки на УАЗике, без сидений. Это все мое детство, поэтому, в общем, мы погрузились сегодня полностью в это детство мое, и это было классно. Так что мы желаем этому чудесному городу проводить как можно больше региону, проводить как можно больше фестивалей и привлекать туда туристов, потому что красивые старые церкви, невероятные поля, цветы всевозможных видов, ароматы. Огромные кузнечики, просто как креветки гигантские, которые еще издают звуки, сидят в траве. Просто там трава кишит насекомыми какими-то очень интересными, большими. Удивительные виды сивана и вообще все, что связано с водой, еще дополнительно красиво. Ну, а на этом заканчиваю нашу сегодняшнюю серию. Всем спасибо, кто посмотрел, кто подписался, поставил лайк, оставил комментарий. Может быть, даже поддержал канал. Это для нас очень ценно. Всем пока, до новых встреч.